Newcomers. Спасибо всем, кто вернулся, кто был раньше, и спасибо новоприбывшим. So we are now going to speak about one of the most important issues from God's society. Сейчас поговорим о одной из самых важных тем в отношении поведения собак. And it is also the source of lots of problems. Также эта тема может быть источником множества других проблем. Especially because we have some dog trainers around the world. Особенно это актуально, потому что у нас есть тренеры для собак по всему миру. And also getting in our houses through our television. And also getting in our houses through our television. И есть некоторая информация в отношении этой проблемы, которая проходит к нам через телевизор. So, do you have Dog Whisperer here? Dog Whisperer, this guy, Caesar Milan. Но же вы не знаете вот это шоу Dog Whisperer? Good, that's good. Это отлично, что вы не знаете. But most of you know Caesar Milan. So Caesar Milan is a very famous dog trainer around the world. Это очень известный тренер собак по всему миру. Lots of people, lots of fans. У него очень много фанатов, поклонников. People that admire his work because they believe that he's solving problems. Есть множество людей, которые гордятся его работой, потому что они думают, что он решает проблемы. But in fact, he is creating some serious problems to the dogs. Но на самом деле он создает некоторые проблемы в Here отношении you can поведения see собак. some training approaches using some abusive techniques. Here he's using the electric shock collar. Он использует неправильные, можно сказать, техники, которые приносят вред собакам. Например, здесь он использует ошейник с электрошокером. So please pay attention because here he's using a electric collar shock in this dog in order that the dog do not react to the cat. Здесь он использует ошейник с шокером для того, чтобы собака не реагировала на кошку. There is a cat, the owner, the trainer, and the dog with the electric shock collar. Здесь на видео есть кошка, владелец, тренер для собаки и собака, на которой одет ошейник с электрошокером. And the shock is being given while he's looking to the cat or reacting to the cat. И в этот ошейник подается разряд электрического тока в момент, когда собака обращает внимание на кошку и начинает как-то на нее реагировать. And I'm going to ask you to pay attention because in a certain moment the dog starts not reacting to the cat but reacting to the owner. И обратите внимание на то, что собака в определенный момент прекращает реагировать на кошку, но начинает реагировать на владельца. So in a certain moment the dog, instead of reacting to the cat, went to the owner and bite the owner. И в определенный момент она переключила свое внимание с кошки на владельца и укусила его. Just pay attention. Будьте внимательны. See? Видите? Here. Because the dog was very confused, so he's not understanding what is happening. Собака была очень запутана, она не понимала, что происходит. Here is another technique, very unfriendly, grasping the air. Следующая техника, которая очень такая плохая, недружелюбная, он поднимает собаку наверх. Воздух подвешивает. And what we are creating with this type of techniques is something called learned helpness. Helpness. Can you explain?
Learn helpless means I do not know what to do, so I do nothing. Здесь провоцируется, не могу дословно перевести, но он не может ничего сделать с собой. То есть собака подвешивается, и она не может ничего сделать физически, никаких усилий, ничего, действий туда. So when the dog is not reacting, the problem is not solved. И когда собака не реагирует, проблема не решается. The problem is still there, and it's like a bomb that one day suddenly return and much worse than before. И эта проблема, она никуда не девается, она остается и только накапливается, и однажды она может взорваться как бомба. Most of these techniques have their origin in the idea of the theory of dominance. Большинство из этих техник обучения собаки, они подразумевают теории доминирования над собакой. And the behaviorists and people working on the behavior, they use this theory to explain all the issues and problems related with behavior on dogs. И многие тренеры для собак, они объясняют то, что у собаки нужно вызвать страх и доминировать над ней для того, чтобы корректировать как-то ее поведение. Those studies had their starting on the 70s. Есть исследование, которое началось в 70-х годах. And they were made with wolves in captivity. Оно проведено на волках, которые жили в неволе. So the wolves were living there and they had no way to get away from there. То есть они жили в закрытом помещении и никуда не могли из него выбраться. So if something very important for me like foods is an important resource, I have to fight for that. И за какие-то важные ресурсы, например, за еду, волкам приходилось бороться, драться. So what happened was the researchers by that time understood that dogs were fighting for resources. Ну и исследователи сделали вывод, базируясь, после того, как закончили это исследование, они сделали вывод о том, что собаки борются за ресурсы. And there were leaders of the pack that had first access to these resources. И в стае образовывались лидеры, у которых был первоочередный доступ к этим ресурсам, например, к еде. So, taking this idea, it was considered that from now on there is a linear or pyramid structure, social structure. И результатом этих исследований они построили пирамиду по, скажем так, социальной структуре индекс у собак. That in the top, it was the alpha, then the beta, and in the basis, the gamma, sorry. Наверху этой пирамиды был альфа, представитель вида, под ним был бета, и на дне этой пирамиды были гамма. And this became so commonly that we as human, we assume that the dogs were always competing with us for resources as well. И благодаря этому исследованию люди стали думать, что собаки даже с нами борются за эти ресурсы, за получение ресурсов. So, from now on, we started saying to the owners that you need to be the leader of the pack. You need to be the alpha of the group. И в заключение к этому все стали говорить, что владельцы собаки должны быть вот этим вот альфа-представителем вида, должны быть вожаком стаи, ну и вести себя как вожак. And this opened the way, because if somebody wants to dominate, I need to show that I'm the leader, and I'm increasing my techniques of dominating. И из-за этого владельцы для того, чтобы, или тренеры для того, чтобы показать собаке доминирование, они улучшали, скажем так, вот эти вот плохие техники обучения собак для того, чтобы показать собаке, что он доминирует над ней. So, during all these years,
all the behaviorists use this theory because for as the ancestral of dogs were wolves, we adapted from wolves directly to dogs. И вот эти техники, все, которые используются, и вот это доминирование, принцип вот этого доминирования, он был основан на вот этом исследовании на волках. Просто его переняли на собак, поскольку они там считаются дальними какими-то родственниками. However, most of the behavioral problems in dogs was not related simply to aggression. We have lots of separation anxiety, for instance. И на сегодня уже есть понимание того, что поведенческие проблемы у собак, они не связаны с конкретно агрессией, а с какими-то другими проблемами, например, со страхом вот этого отделения, отъема от матери. Да. So, the researchers started thinking that probably it's not that simple. So we should go back to the 70s, and now in the beginning of the new century, we started doing new researches, not in wolves in captivity, but in wolves in the wild. И исследователи сегодня поняли, что что-то не так, и не так все просто на самом деле. Вернулись, провели анализ того исследования 70-х годов, и на сегодня уже опубликовали ряд новых исследований, но на волках, которые не содержались в неволе, то есть на дикой природе. So, what were the results of this study? First of all, one of the most important is that there is a cooperation between the members of the group. И результаты новых исследований говорят о том, что есть взаимодействие положительное в стае волков между особями. Obviously, that depending where the wolves are living, the social organization can become different. Социальная организация, ну да, взаимодействие вот эти между волками в дикой природе, она может меняться. То есть там, кто-то бывает сегодня, кто-то завтра. If we go to Portugal, where our wolves, their breed are rabbits and small mammals, если мы будем говорить о Португалии, где волки охотятся на зайцев и мелких млекопитающих, one rabbit is not enough for a big pack. Одного зайца не будет достаточно для того, чтобы накормить всю стаю. So, our packs in Portugal of wolves are more smaller. И поэтому стаи волков в Португалии, они очень маленькие. While if you go to see wolves in USA, where their breed are big bulls, И если взять, как пример, волков в Соединенных Штатах Америки, то там стаи намного больше, потому что они охотятся на диких быков, на бизонов. to catch a big bull, we need to be a lot of us to kill him. Для того, чтобы убить такого бизона, нужно много людей, волков. So the groups are bigger and less structured. И поэтому группы намного больше, они менее структурированы. Another thing found in wolves was that they do not use aggression to be the leader. И в этих группах они не используют агрессию для того, чтобы показать свое лидерство. It is something natural that comes from the fact that I am the parent of the litter. It comes from the fact that I am the father of the litter. So you the leader? Because I'm the father. Да, они не используют агрессию, но понятие вот этого лидера, оно базируется на том, что это отец потомства. And when one wolf becomes teenager and he wants to become the leader or fighting with others, И когда волк достигает фазы вот этого тинейджерства, будем говорить, и он хочет стать лидером, he leaves the pack and during a certain moment he's a solitary wolf. В этот момент он покидает стаю, и он становится одиноким волком. Until launching a new group or finding a way to get in another group. До момента, пока он не создаст
собственную новую группу или до момента, пока он не вольется в новую какую-то стаю, чтобы стать там лидером. And this usually can happen without big fights or when the wolf tries to get in the pack. There can be some fights. И обычно вот формирование его как вожака стаи, оно не требует никаких драк с другими особями, если не говорить о том, когда он вливается в какую-то чужую стаю, чтобы стать там лидером. В таком случае могут быть какие-то бои между ними. But the leadership is not achieved by fighting. Да, но лидерство все равно не достигается путем боев. So, the next step for the researchers after studying the wolves was going to see feral dogs. И после того, как они закончили эти исследования на волках, они решили поисследовать диких собак. Dogs that live freely in the wild, okay? Victims from abandonment, and they organize their own packs. Дворовых собаках, которые живут просто на улицах, где-то еще, у которых нет хозяев. And one thing that they found, the first thing was that the reproduction was not depending on the social structure, but everybody reproduced with everybody. Да, сделали они заключение о том, что в этих стаях диких собак кто угодно, с кем угодно не может спариваться, там есть какие-то правила. If we had two wolves in the top of the hierarchy that are the leaders and the only reproducers, we can control the problem of stray dogs castrating just those two in the top. And the reality is not like this. Я прошу прощения, я перепутал. Наоборот, в этих стаях они могут стихийно размножаться кто угодно с кем угодно. Если бы была вот такая структура, как у волков, где есть только самец и самка единственные, которые могут дать потомство и спариваться, то мы бы могли решить проблему с бродячими животными путем кастрации вот этих производителей. Но в реальности все не так. It would be very easy, just neutering two and it's solved. Okay. So the second thing was that they do appeasing to avoid fighting, and they use reconciliation when they have a conflict. Да, и на сегодня вместо того, чтобы драться за позицию вожака стаи, они наоборот, у них есть какие-то свои техники примирения и избегания конфликтов. And there was not found a social structure hierarchy meaning. И также исследования показали то, что у бродячих собак нет какой-то иерархии и четкой социальной структуры. What about the dogs living with us in our house? How they see and they organize themselves? И теперь поговорим о наших собаках, которые живут у нас дома, как они самоорганизовываются и как они видят эту структуру дома. Well, we could simply say, well, if not wolves organized like this, if not feral dogs organized like this, why should our dogs living with us organize like that? Поскольку нет иерархии ни у бездомных собак, ни у волков, то почему мы должны строить эту иерархию у себя дома? Да. So, another study was done in dogs in a sanctuary from the same authors, and the researchers went to see dogs living in a sanctuary where they live forever. И проведено есть еще одно исследование. The research was made on the dogs living in a sanctuary, in a place like a shelter, very big, with good conditions, where they live for lifetime. на собаках, которые жили в приюте исследования. Yeah? And what they saw was that the organization of the groups were like in pairs. И они заметили в этом исследовании, что организация групп была парная, то есть собаки жили парами.
and they learn by experience. И они приобретали какой-то опыт и обучались. So if I approach and you growl me, I know that it's not good to approach you. So I learn, and in the future I will not approach you anymore. И, например, если собака приближалась к другой собаке и видела, что на нее лает или рычат, то она это запоминала и больше не приближалась к этой собаке, чтобы не было конфликта. There is another question that is the idea of future. И есть другой вопрос, он является идеей будущего. And it is not proof that the dogs are worried or thinking about the future. Стало понятно тоже, что собаки не беспокоятся о будущем и не строят никаких планов. So the idea that the dog is fighting with us to be the leader in the future is something abstract and difficult to understand. И сложно понимать, что в будущем собака будет драться с нами за попытку быть лидером. So, in this case, how do our dogs are organized in our households? Итак, как же организовывается жизнь, социальная жизнь собак в наших домах? Well, in fact, as a social species, as we saw earlier today, they need to interpret and understand the signs of the others. Поскольку они являются социальными животными, они должны как-то интерпретировать знаки, поступающие извне, и наоборот давать эти знаки для остальных подвидов, индивидуумов. So they learn to interpret the meanings of all our expressions. If we are shouting and faces like this, what does it mean? If we are smiling, what does that mean? И именно поэтому они обучаются нашим всем выражениям лица, что значит, например, когда мы кричим, когда мы улыбаемся или что-нибудь еще. Они все это запоминают и учат. And also learn by experience. И также они учатся, можно сказать, на своих ошибках. So if I hide myself and this solve me the problems, then I will hide when I have a problem. Например, если собака спрячется, это поможет решить проблему, то она запомнит, что в будущем, если она будет где-то прятаться, то проблема уйдет. Just giving an example of Ellie. Ellie is a dog afraid of storms or fireworks. Как пример приведем собаку Элли, которая боится фейерверков или грозы, грома. When a storm or fireworks starts, Ellie hides herself Когда начинается что-то из этих двух событий, Элли просто прячется below the bed. под кровать. So the lady called to the dog whisperer, let's say, not to say names, called and said, "Hello, mister, how can I solve this problem?" И владельцы Элли звонят вот этому дог-виспереру и спрашивают, как можно решить эту проблему. And the dog trainer from the other side of the phone said, "You are the leader of the pack, so you need to take your dog below the bed and show him that there are no problems." И вот этот вот тренер по телефону говорит, что вообще-то вы вожак стаи, вы должны доминировать над собакой, достаньте ее из-под кровати и покажите, что это не страшно. So the fireworks started. Ellie went below the bed, and the owner said, "Ellie, get away from there! Ellie, get away!" И когда... Do it as well. I need to go to Окей. Когда начинается фейерверк или гроза, или прячется под кроватью, владельцы после этого совета от тренера идут и выгоняют Элли из-под кровати и говорят, вылазь, нужно там сидеть. And in the meanwhile, Ellie, below the bed, she is giving signs of stress, as we spoke earlier, and asking the owner to get away from her. И поскольку Элли, находясь под кроватью, испытывает стресс, она дает владельцу понять, чтобы он держался подальше от нее. Ignoring this behavior means that she's
started growling, for instance. И игнорирование вот этих вот ее сигналов может привести к тому, что она, например, начнет рычать. And ignoring the growling means that when the owner arrived there, she growled and he get away. И когда владелец к ней подходит еще ближе, она начинает лаять, и владелец должен отойти. So Ellie learned to use growling to solve her problem. И таким образом Элли обучается рычать и лаять для того, чтобы решить свои проблемы. So the owner called again to the dog trainer, and the dog trainer said, well, ignore the growling, and you need to take your dog from there because you are the leader of the pack. И владельцы снова звонят тренеру, и он говорит, что вам все-таки нужно даже лай и рычание игнорировать и достать Элли из-под кровати. So next time the owner went there, she was already growling, and when he was ignoring the dog approaching, then the dog has bitten. Владелец идет, чтобы достать Элли, игнорируя вот эти вот все сигналы, которые она подает, пытается взять ее, и Элли начинает его кусать. And then she learned another way to solve her problems, biting. И таким образом она обучается еще одному пути решения своих проблем, это покусы. And biting without previous sign. And this is one problem that we should not never use. We should never use punishment because we are saying to the dog not to do that, but he's learning to do another different thing. И мы не должны наказывать собаку за это, потому что она будет учиться чему-то другому, какому-то другому плохому поведению. So we are creating more stronger aggression and more unpredictable one. И таким образом мы можем формировать более сильную агрессию и более непредсказуемую агрессию, в данном случае Элли. And this was the basis of all these techniques using aversive methods. И одной из основных техник была, вот в этих всех приемах, это игнорирование всех сигналов и применение аверсивных, так называемых техник. Methods that cause pain or fear. Методов, которые вызывают страх или боль. Those methods develop more stress. Эти методы, они способны вызвать более сильный стресс. And stress is not working together with learning. Но стресс, он не может работать на обучение собаки. Imagine that each one of you has a stamp in your seat. Представьте, что у каждого из вас на стуле лежит кнопка. And I have a control here to give an electric shock to each one of you every time that one of you starts speaking with the next one. И представьте, что у Гонсала есть пульт, и когда вы начинаете переговариваться между собой, если он это замечает, он бьет звонок. At a certain moment, all of you are looking to me like this. В определенный момент вы будете все смотреть на Гонсала с широко раскрытыми глазами. But just waiting for me to touch again in the button. И ждать, когда Гонсало нажмет кнопку в следующий раз. Not listening me or learning with me. Не слушая ту информацию, которую он говорит, и не получая ничего нового. There is also the problem of association, the punishment with something other thing. И кроме этого, есть еще ассоциация между наказанием и какими-то другими вещами. Exactly as we saw with the puppy when he was peeing outside and being punished, and he associated with the presence of the owner. Например, как мы уже сегодня говорили, если мы будем наказывать собаку за то, что она где-то ходит в туалет в неположенном месте, она будет ассоциировать, в принципе, поход в туалет при владельцах с чем-то плохим, и этого делать не будет вообще при владельцах, даже на улице. From several studies, this type of training increased the aggression toward the owners. Некоторые исследования показали, что такие методы обучения, они усилили агрессию собак по отношению к их владельцам.
Another problem is that when you use punishment, you are telling to the dog what to do, but you are not saying to the dog what shall be done. You are saying that you cannot do this, but you are not saying what is supposed to do. При использовании вот этих всех наказаний вы говорите собаке, что так делать нельзя, но вы не говорите ей, как нужно делать. So these training methods do not guide to what we want the dog to do, but guide the dog to not to do this. But the dog doesn't learn what should be done. Собака не обучается тому, что делать нужно, потому что она не понимает ничего. То есть ей все только запрещают и не говорят, не дают информации о том, что делать можно и нужно. And then we also have physical problems like prong collars, hurting the skin, burns, and so on. И это может вызывать определенные последствия в виде каких-то травм шеи, если водить собаку на строгом ошейнике, или ожогов, если применять шокер. Well, nowadays there are lots of training methods, very friendly, animal friendly. So, what is the reason to continue using aversive methods? И на сегодня существует уже множество большое техник дружелюбного, скажем так, обучения собак, и почему же мы до сих пор используем какие-то методы, ну, можно сказать, жестокие. Do they learn by punishment? Yes, they do. All of us, or some of us, learn by punishment. But what made us become what we are? Was the punishment or everything good that we receive in life? Да, собаки способны обучаться путем, ну, если их будут наказывать, ну и, возможно, некоторые из вас тоже обучались после того, как вас наказывали, может, родители в детстве, но если мы будем говорить о все-таки результатах такого обучения, попробуйте вспомнить, что лучше на вас действовало, наказание или получение чего-то хорошего взамен на какие-то выполненные действия. So positive reinforcement leads you, the dog to what he should do, and with pleasure. И награждение собаки за какие-то хорошие действия, это награждение, оно позволяет собаке обучаться тому, что нужно делать, что она должна делать. You can find all these articles that I mentioned in this website. На этом веб-сайте вы сможете найти все вот эти статьи, исследования, которые были приведены на слайдах. And once again, I'm just pulling this video to finish. И еще раз просто покажу вам видео в конце своего доклада. It was a pleasure to be here with you all. Было большим удовольствием находиться здесь вместе с вами. I hope that you found useful. Useful information. Надеюсь, вы нашли для себя полезную информацию. And as I mentioned earlier, I'm on the Instagram and Facebook, so every time that you need, just add me as a friend, and we can become virtual friends, despite the fact that I always prefer face-to-face friends and real friends. И, как он уже сказал раньше, он есть на Фейсбуке и в Инстаграме. Если вам что-то будет нужно, вы можете добавить его в этих соцсетях. Он всегда рад новым знакомствам, но повторился о том, что он все-таки предпочитает живое общение лицом к лицу. Thank you very much. Спасибо большое. And for those interested in cats, I'll be here tomorrow for cats. Завтра будем говорить о кошках. Все, кто заинтересован, приходите завтра. Thank you. Сейчас буквально 5 минут